Приветствую всех любителей приключений на своем канале. С вами, как обычно, игра Часть. И мы продолжаем проходить интересную научно-фантастическую игру по прозванию «Эффект». Массы 1 ремастер. Вот. Ищем маяк древней цивилизации. Ищем выживших. На нас напали некие геты, которые пытаются помешать нам получить этот самый маяк. Хаск. Сейчас его своей магией. Опа. Значит, он живучий. Так, паноцилин нужно использовать. Как это сделать? А вот, все, я Кайдена залечил. Живучие твари по сравнению с дронами и с обыкновенными гетами. Давайте посмотрим, что мы тут нашли. Вот, молот. Давай, с удовольствием. Пожинатель. Такая же абсолютно, да? Блин, понятно. О, кодекс доступен новый. Давайте ознакомимся с ним. After the Geths secure a location, they round up and impale dead and living bodies on mechanical spikes. The spikes rapidly transform these victims into withered husks, extracting water and trace minerals, and replacing them with cybernetics. The cybernetics reanimate the lifeless flesh and tissue, transforming the bodies into mindless killing machines. Some Alliance soldiers refer to the husk-generating spikes as dragon's teeth, a reference to the mythological berserkers who sprang up from the earth wherever the teeth of the dragon Eris were planted. Dragon's teeth and husks bear little resemblance to other pieces of Geth technology. No one is sure why a synthetic race would bother to drain the minuscule amount of recoverable resources from organic corpses, though the value of reusing them as shock troops is obvious. Очистив территорию от вражеского присутствия, геты собираются и насаживают тела убитых и раненых на механические шипы. Извиняюсь. Пытался сдержаться, но не получается. Эти шипы быстро трансформируют жертв в хасков, заменяя воду и микроэлементы в их организмах кибернетическим материалом. Киберматериалы восстанавливают жизненные процессы в организме, превращая жертв в бездумные машины для убийства. Солдаты Альянса называют иногда эти шипы зубами дракона, ассоциируя их с легендой о мифологических войнах, которые выросли из посаженных в землю зубов дракона, убитого древнегреческим героем Кадмом. Зубы дракона и хаски мало похожи на остальные образцы технологий гетов. Никому не известно, зачем расе синтетических существ нужно выкачивать небольшое количество восстанавливаемых ресурсов из органических тел, но выгода от использования их в качестве ударной силы вполне очевидна. Блин, какой-то киберпанк.
вырисовывается. Что-то выкачивают и заменяют механизмами. Биологические ткани на синтетические. Короче, тут полный фарш. Так, а что мы нашли, слушай? Мощность, идеальная точность. Он чуть пониже, ну ладно. Главное, другие две характеристики неплохие. Какой-нибудь молот себе возьми. Вряд ли мы здесь винтовками будем пользоваться, потому что расстояние пока я не вижу, чтобы оно увеличивалось до врага. Но на всякий случай выбрал эту винтовку персонажем. Там люди стоят. Блять, да что у меня по привычке? Чтобы открыть некоторые закрытые объекты, в игре требуется дешифровка или электроника. Если у одного из членов отряда есть нужный навык, вы сможете открыть объект в интерфейсе дешифровки или электроники, или же потратить унигелий. Продвигайтесь к центральному ядру, перемещайтесь вокруг кольца с помощью мыши. Понятно. О, не так уж и сложно. Humans, thank the Maker. Hurry, close the door before they come back. What are you doing here? I'm Dr. Warren. I was in charge of this excavation. We hid in the shed during the attack. They must have come for the beacon. Luckily, it wasn't here. It was moved to the spaceport earlier this morning. Manuel and I stayed behind to pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. Похоже, умом тронулся. What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Is it madness to see the future? To see the destruction rushing towards us? To understand there is no escape? No hope? No. I am not mad. I'm the only sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. Can you tell me anything about the beacon? It's some type of data module from a galaxy-wide communications network, remarkably well preserved. It could be the greatest scientific discovery of our lifetime. Miraculous new technologies, groundbreaking medical advances. Who knows what secrets are locked inside? We have unearthed the heart of evil, awakened the beast, unleashed the darkness. Manuel, please, this isn't the time. Did you notice a Turian in the area? I saw him, the prophet, leader of the enemy. He was here before the attack. That's impossible. Nihilus was with us in the Normandy before the attack. He couldn't have been here. I'm sorry, Manuel's still a bit unsettled. We haven't seen your Turian. We've been hiding in here since the attack. What else can you tell me about the attack? It all happened so fast. 1 second we were gathering up our equipment. The next we were hiding in the shed while the Geths swarmed over the camp. Agents of the destroyers, bringers of darkness, heralds of our extinction. We could hear the battle outside. Gunfire, screams. I thought it would never end. Then everything went quiet. We just sat there, too afraid to move, until you came along. Williams, take us to the spaceport. You can't stop it. Nobody can stop it. Night is falling. The darkness of eternity. Hush, Manuel. Go lie down. You'll feel better once the medication kicks in. Ну, как бы не так. Я не позволю нам загнуться.
О. Найлс. А вот это Saren, еще один турианин. Nihilus. This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The Council thought you could use some help on this one. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. Вот сука, а? Предатель оказался. What is that? Off in the distance. Ох, ох, хрена себе. Look at the size of it. И вправду гигантский. И вправду корабль. Похож на кальмара на какого-то. Или на блоху, или на кальмара. Ну, скорее всего, на кальмара. Необычная форма у него. Так, занимаем господствующую высоту. Опа! Опа! Винтовка слабая. С одного выстрела не убить. Быстро перегревается еще. Да не ерзай ты, сукин сын. Даже хедшоты им делаешь, они не умирают с одного выстрела. Все или еще кто-то есть? Я думал, винтовка здесь не пригодится. Хрен там. Давайте все берем. Мститель. Мститель это Кайдена. Вот хреново, что здесь оружие одинаковое, вообще не меняется ничем. Пожинатель. Получше. Короче, смысла нету играться здесь. Опять Кайдена дрючили. Унигелий, граната. Вот, слушай, там еще люди. Everybody stay calm out there. We're coming out. We're not armed. Is it safe? Are they gone? You're okay now. Nobody's gonna hurt you. Those things were crawling all around the shed. They would have found us for sure. We owe you our lives. I still can't believe it. When we saw that ship, I thought it was all over. It showed up right before the attack. Knew it was trouble the second I saw it, so we made a break for the sheds. What else can you tell me about the ship you saw? I was too busy running to get a clear look at it. I think it landed over near the spaceport. Tell them about the noise, Cole. That awful noise. It was emitting some kind of signal as it descended. It sounded like the shriek of the damned, only it was coming from inside your own head. It was probably trying to block communications. Whatever it was, felt like it was tearing right through my skull. Almost made it impossible to think. Do you know anything about the Prothean beacon they dug up? We're just farmers. We heard they found something out there, but it never really mattered to us. Not until now. Tell me everything you remember about the attack. The three of us were working the crops when that ship showed up. We
We just saw it and ran. I don't know what happened to the rest of the crew. They were by the garage, over near the spaceport, right where that ship came down. No way they survived. You don't know that. We survived. If they made it to the garage, they could have had a fighting chance. I have to go. Hey, Cole, we're just a bunch of farmers. These guys are soldiers. Maybe we should give them the stuff. Jeez, Blake, you gotta learn when to shut up. You have something to tell me, Cole? Some guys at the spaceport were running a small smuggling ring, nothing major. In exchange for a cut of the profits, we let them store packages in our sheds. You're breaking the law, Cole. We're not hurting anybody. Hell, most of the time I don't even know what's in the packages. Just thought there might be something we could use. I found a pistol. Figured it would come in handy if those things came back. But you'll probably get more use out of it than we will. We're risking our lives to save this colony. You sure there's nothing else in here that could help us out? Yeah, there's one more thing. I was gonna sell it after this was over, but you probably deserve it more than I do. Who's your contact at the spaceport, Cole? What's his name? He's not a bad guy. I don't want to get him in trouble. Besides, I'm not a snitch. He might have something to do with this whole attack, Cole. We need his name. It's important. Yeah, okay, you're right. His name's Powell. Works the docks at the spaceport, if he's still alive. I have to go. Good luck. Сдал своих подельников. Стингер. Лучший оружие боевой датчик. Супер. Ой. О, да. О, поменялся даже скин оружия. Нехило, нехило. Некоторые противники используют генераторы помех, чтобы вывести из строя радар вашего оружия. Улучшение боевого сканера повышает чувствительность радар, что позволяет обнаружить противников. Уровень обнаружения первое. Ладно, давай. Я не против. Блин, по привычке Е нажимаю все время. Шкаф какой-то, низкий уровень навыка. Как так? Ладно, ничего страшного. Разживемся еще утром. Commander, it's Nihilus. Да, я вижу, что Найлс. Я хочу лут сначала собрать. Я уже понял, что Найлса нет живых. Патроны молота, огневая мощь. Вот это можно было бы Эшли на ружье поставить. Something's moving over behind those crates. Wait! Don't shoot! I'm one of you! I'm human! Sneaking up on us like that nearly got you killed. I'm sorry, I was hiding from those creatures. My name's Powell. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. You're saying Nihilus was murdered by a Turian? The other one got here first. He was waiting when your friend showed up. He called him Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. We were told a Prothean beacon was brought to the spaceport. What happened to it? It's over on the other platform. Probably where that guy Saren was headed. He hopped on the cargo train right after he killed your friend. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I had been behind the crates, I'd be dead too.
You're Cole's contact here on the docks. For the smuggling ring. What? No! I mean, what does it matter now? So I'm a smuggler, who cares? My supervisor's dead, the entire crew's dead. It doesn't matter now, does it? Anything hidden nearby that we could use against the Geth? A shipment of grenades came through last week. Nobody notices if a few small pieces go missing from the military orders. You greedy son of a bitch. We're out here trying to protect your sorry ass, and all you can think about is how you can rip us off? I never thought you'd actually need those grenades. Who'd want to attack Eden Prime? We're just a bunch of farmers. How was I supposed to know? Just give me the grenades. They're yours. Take them. My smuggling days are over, I swear. Too many people died here for you to start jerking me around. Okay, alright. There was something else. Could be worth a fortune. Experimental technology, top of the line. Take it. I don't need it. I didn't want anyone to get hurt. Really, I'm sorry. Tell me about this mothership you saw. I've never seen anything like it before. It was huge. Landed over near that platform. The whole place got dark as it came down. And it was making this noise, this sound that bored right into your brain. That's what woke me up. The attack came a few minutes later. How come you're the only one who survived? Why didn't anyone else try to hide behind the crates? They never had a chance. I was already behind the crates when the attack started. Wait a minute. You were hiding behind the crates before the attack? Sometimes I need a nap to get through my shift. I sneak off behind the crates to grab 40 winks where the supervisor can't find me. You survived because you're lazy? If you hadn't snuck off for that nap, you'd probably be dead just like all the others. Yeah. I Да, guess. тебе очень повезло, что здесь нету варианта ответа really тебя wanna think прикончить. Is there anything else you can tell me about the beacon? They brought it here this morning. We loaded it up onto the train and shipped it to the other platform. Hard to believe that was only a few hours ago. Feels like a whole other life. Tell me about the Geth attack. It was quick. 1 minute that ship was descending, the next, those Geth were swarming over the platform, thousands of them. They must have been inside that mothership. They shot anything that moved. It was a massacre. We need to find that beacon before it's too late. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. Отступник плюс 2 еще дали баллов. Улучшение гранат. Фугасные гранаты имеют увеличенный урон и радиус поражения. Плюс 10% уронов. Плюс 50 это что, сантиметров радиус. Снимаем мощь. Слушай, а вблизи прям башню им сносит. На раз-два. Блин, непонятно, реагируют они на нажатие, не реагируют. С пистолетом мне комфортнее играть. На врагов проводил, куда ты стреляешь?
какой здоровый. Какими-то гранатами стреляют. Бля. Гет, выходи. Not in the middle of a fight! Ох, откинула его хорошо. Так, левелап. Давай еще пистолеты. Увеличить урон на 12%. Увеличить точность на 20. Так. Бросок, увеличить силу броска до 60. До 650 ньютонов. Set the charges. Destroy the entire colony. Leave no evidence that we were here. Это что с ним? Блин, музыка великолепная. Ловлю себе на этой мысли уже несколько раз. Demolition charges. The Geth must have planted them. Тут на время, ёбаного. We need to find them all and shut them down. Так, нужно быстро искать эти бомбы. Сейчас я на нем и испытаю. Опа! Кажется, кислота это разъедает. Кислотный дождик, как вам? Так, еще где-то слышу бомбы. Колонию мы спасли.
Так, усиление пластины, улучшение брони. Усиление керамической пластины, вставленная в броню для повышения эффективности, плюс 9% защиты физического урона. Так, они никто тяжелую броню не может использовать, да? С винтовками тут не пойми что, поэтому... Маски. Так, этого убили. Ух ты ж. Все. Всех истребили. Так, собираем лут. О, а на этот шкафчик у нас есть селенки. Так, там пустота. Еще один шкафчик. Синяя броня человека. Какая-то магма. Какие-то там хлам какой-то. Отлично. Так. Давай, мститель. Опа. Лезвие. Опа, и средняя броня это подходит. О, как. Прям она получше, хотя бы для брони разные скины сделали. И на том спасибо. Так, улучшение. Ну, вот поглощение тепла поглощает, рассеять тепло. Мне кажется, это более актуальное. Так, а Кайдену на штурмовую винтовку. Вот пусть у него датчик этот стоит. Для брони тут ничего нету, ладно. Окей. Так, нехило, мы пока разжились лутом. Так, к маяку пока не буду подходить, а то сейчас какая-нибудь кат-сцена. И все снаряжение останется неподнятым.
точность. Вот точность мне тоже нужна была, ну блин. Ладно, давай тогда вот так сделаем. Ему лучше на прицел. У нее тут что? Ладно, пусть пока так будет. Генератор щитов. Ему броню получше не удалось поставить, но хоть регенератор поставим. Дополнительный источник энергии увеличивает скорость зарядки конденсаторов, обеспечивающих работу кинетического барьера, скорость восстановления щита. Давай хоть так. Ну все. Normandy, the beacon is secure. This is Request amazing. immediate- Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. Чуть ее не загробастало. No, don't touch me. You dance. Ох, ох, ох. Какие-то видения. Схлопотал. Но этот Сарен, он тоже воспользовался этим маяком. We identified the ship that touched down on Eden Prime. The Normandy, a human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. This human must be eliminated. Вот так вот. Не рад, сукин сын. Тому, что я нашел. Doctor! Dr. Chakwas, I think he's waking up. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? Странные звуки шагов. У нее было. Minor throbbing. Nothing serious. How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. Да, она не могла знать You этого. had no way to know what would happen. Actually, we don't even know if that's what set it off. Unfortunately, we'll never get the chance to find out. The beacon exploded. A system overload, maybe. The blast knocked you cold. The lieutenant and I carried you back here to the ship. What's the damage, Doctor? Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming. I saw... I'm not sure what I saw. Death? Destruction? Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our XO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Aye, aye, Captain. I'll be in the mess if you need me.
Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? Intel dropped the ball, sir. We had no idea what we were walking into down there. That's why things went to hell. The Geth haven't been outside the Veil in 2 centuries, Commander. Nobody could have predicted this. Chief Williams isn't part of the Normandy crew. I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. Williams is a good soldier. She deserves it. Но я Lieutenant Alenko agrees против with you. этого. That's why I added her to our crew. I don't like soldiers dying under my command. Jenkins wasn't your fault. You did a good job, Shepard. You said you needed to see me in private, Captain? I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. I didn't do anything wrong, Captain. Hopefully the Council can see that. I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best, a living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. Why? He thinks we're growing too fast, taking over the galaxy. A lot of aliens think that way. Most of them don't do anything about it. But Saren has allied himself with the Geth. I don't know how, I don't know why. I only know it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? Just before I lost consciousness, I had some kind of vision. A vision? A vision of what? Ну, я не мог разобрать, что там было. Ну, пусть предостережение будет. I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the Council, Shepard. What are we gonna tell them? I had a bad dream? We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology? Blueprints for some ancient weapon of mass destruction? Whatever it was. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation is politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. We prove Saren's gone rogue, and the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the Ambassador and see if he can get us an audience with the Council. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Тут у нас что? Лаборатория какая-то. С грузовыми отсеками. Медблок. Правительство, галактика, Цитадель. Так, станция Цитадель. Статистические данные. На Цитадели имеются ядра, производящие эффект массы, но основная часть гравитации на станции образуется благодаря центробежной силе вращения. Скорость вращения 1 оборот длится 3,5 минуты. Вращательное притяжение в живых секторах 1,02 G. Короче, 1G. Вращательное притяжение в президиуме 0,3G. Общая длина в разложенном состоянии 44 километра. Ни хрена себе. Почти 45. Диаметр в разложенном состоянии
12,8 километров. Ох. Протяженных живых секторов 43 километра. Почти 44. Ширина живых секторов 330 метров. Диаметр кольца Президиума 7,2 километра. Ширина кольца Президиума 553 метра. Толщина внешнего корпуса 13 метров. Население 13,2 миллиона, не считая хранителей. Общая масса 7,11 миллионов тонн. Высота башни Президиума 1047 метров. Километров почти. Ни хера себе. Ни хрена ж себе. Это масштабы. Spectres are agents from the office of... The Citadel is an ancient deep space station, presumably constructed by the Protheans. Since the Prothean extinction, numerous species have come to call the Citadel home. It serves as the political, cultural, and financial capital of the galactic community. To represent their interests, most species maintain embassies on the Presidium, the Citadel's inner ring. The Citadel Tower in the center of the Presidium holds the Citadel Council Chambers. Council affairs often have far-reaching effects on the rest of the galactic community. 5 arms, known as the Wards, extend from the Presidium. Their inner surfaces have been built into cities, populated by millions of inhabitants from across the galaxy. The Citadel is virtually indestructible. If attacked, the station can close its arms to form a solid, impregnable shell. For as long as the station has existed, an enigmatic race called the Keepers has maintained it. Цитадель — это древняя космическая станция, предположительно построенная протеанами. С момента исчезновения протеан многим расам довелось назвать Цитадель своим домом. Станция является политической, культурной и финансовой столицей галактического сообщества. Интересы большинства рас представляют посольство, находящееся в Президиуме, внутреннем круге Цитадели. В центре Президиума находится башня Цитадели, в которой располагается зал Совета Цитадели. Решения Совета часто оказывают большое влияние на все галактическое сообщество. От Президиума отходят 5 лучей, называемые живыми секторами. Их внутренняя поверхность представляет собой города, населенные миллионами жителей со всех концов галактики. Цитадель практически невозможно уничтожить. В случае атаки станция складывает лучи, которые образуют непробиваемую оболочку. На протяжении всего периода существования станции поддержанием порядка на ней занималась загадочная раса хранителей. Как-то так. Ух, какой-то стол обеденный, что ли? Или просто совещание? Доктор Чаквас. Кайден. Опа! Ну, пока менять не буду ничего. Yes, Commander? Is there something you need? How well do you know the lieutenant? I'd never worked with him before this mission, but he has an impressive service record, over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. What does that have to do with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Caden's lucky. He just gets migraines. Mm-hmm. How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse, and the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. Ну, похвально, что скажешь. Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth.
Or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. What do you know about Captain Anderson? I've served with him for a few tours now. He knows when to let things slide and when to crack the whip. The crew knows he's seen pretty much anything they'll ever run into. And he cares about the people under his command. I should go. Goodbye, Commander. Так, это стазис капсулы, что ли? Ох, человечество Альянс систем. Альянс систем N7. Профессиональный военный код Альянса, предназначенный для систематизации продвижения по службе всего личного состава. ПВК состоит из одной буквы и одной цифры. ПВК содержит данные о квалификации бойца, а не о звании. Буквой обозначается продвижение по службе, цифрой обозначается уровень подготовки в соответствии с личным делом, техническими данными и рекомендациями. Используются все 26 букв латинского алфавита и цифры от 1 до 7. Буква N обозначает принадлежность к спецподразделению. Как у меня. Биотики. Биоусилители. Биотики осуществляют контроль полей эффекта массы, используя десятки узлов в нервной системе, которые реагируют на электрические сигналы мозга. Усилители позволяют биотикам координировать функции узлов с целью создания более мощных полей, которые можно применять на практике. Усилители могут улучшать определенные навыки и способности. Имплантат представляет собой вживленный хирургическим путем интерфейсный порт, к которому подключаются усилители. У людей этот порт чаще всего размещается в основании черепа для обеспечения доступа. Порт рекомендуется защищать от попадания инфекции. Порт совместим со многими видами усилителей. Рынок улучшений и дополнений растет. Лучшие по качеству импланты и усилители производят Азари. Тем не менее, импланты L3 производства Альянса, выпуск которых начался в 2170 году, является заметным шагом вперед в этой области. Технологии. Biotics is the ability of rare individuals to manipulate dark energy and create mass effect fields through the use of electrical impulses from the brain. Intense training and surgically implanted amplifiers are necessary for a biotic to produce mass effect fields powerful enough for practical use. The relative strength of biotic abilities varies greatly among species and with each individual. There are 3 branches of biotics. Telekinesis uses mass-lowering fields to levitate or impel objects. Mass-raising kinetic fields are used to block or pin objects. Spatial distortion uses rapidly shifting mass fields to shred objects. Most organic species are capable of developing biotic abilities, though there are risks involved. Biotics are the result of an in utero exposure to element 0. This usually causes fatal cancers in the victim, but in rare cases, it coalesces into nodules within the fetus's developing nervous system. Биотика – редко встречающая способность управлять темной энергией с целью создания эффекта массы, используя электрические импульсы мозга. Для того, чтобы биотик мог создать поля эффекта массы, достаточно сильное достаточно сильное для практического применения, ему требуются напряженные тренировки и хирургически имплантированные усилители. Сила биотических способностей у каждого индивидуума и у каждой расы различно. Существует 3 направления биотики: телекинез, использование снижающих массу полей для приподнятия и перемещения объектов; кинетические поля, повышение массы для блокирования и удержания объектов; искажение, использование быстро сменяющихся полей массы для уничтожения объектов. Представителями большинства органических рас способны развивать все биотические способности.
Но не следует забывать о некоторых о некоторых опасностях. Биотики – результат внутриутробного воздействия нулевого элемента. Обычно это становится причиной смертельных раковых заболеваний. Но в некоторых редких случаях может привести к образованию в нервной системе плода особых утолщений. Вот как-то так. Нет дыма без огня, как говорится. И нет худа без добра. Так, из медотсека мы вышли, да? Это медотсек. Так, стоп, нужно глянуть, сколько у нас времени осталось. Так, ну минут 20 у нас еще есть. I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. When your number comes up, it's over. His dead. Do you really believe that, Commander? After what happened to you on Akuz? Are you saying you only survived because of random chance? Akuz was a bloodbath. Even now, I don't know how I survived. I guess it just wasn't my time yet. With respect, sir, I think you had somebody watching over you. Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out, and you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. Dead Marines, dead colonists. And in the end, we still didn't get that beacon. You saved a lot of lives, Commander. It might be hard to keep that in perspective with what happened to Jenkins. Ну, она в какой-то степени права. Thanks, Williams. I needed to hear that. I think you're gonna fit in here just fine. Thanks, Commander. Ну, я не совсем одобряю. Joker's waiting for you on the bridge, Я Commander. считаю, женщины и должны войной заниматься. Glad to see you're okay, Commander. Кайден, что-то ты неразговорчивый. О, каюта капитана. Скромно. Go speak to Joker when you're ready. Tell him to bring the Normandy into dock. Ух ты ж. Лифт какой-то. Опа! Используя шкафчик членов отряда в транспортном отсеке Нормандии, можно поменять снаряжение членов отряда. Новое снаряжение можно приобрести у интенданта. Это грузовой отсек, да? Шкафчик Кайдена. Да, ему ничего из предложенного не нужно. Хорошо. Шкафчик Эшли. Тогда я себе эту штурмовую винтовку возьму. М-35. Бронетранспортер. Интендант Альянса. Hey, Commander. Looking for some extra supplies before you head out? What have you got? Whatever you want. Armor, weapons, mods. It's not standard Alliance issue, but that's not necessarily a bad thing. Well, as long as you don't mind paying for it. Why should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. What are licenses? Why do you need them? Manufacturers sell licenses. Each license allows me to buy and sell a certain brand of products. I already have several basic ones, but you'll need to buy more if you want me to bring in different brands.
Many of the best licenses are hard to get, but they're well worth the cost if you can find them. What do the different manufacturers offer? There are too many for me to keep track of, but each license will explain what it's good for. How often will you get new items? Well, that depends on how many licenses you've purchased, but I'll rotate items on a regular basis regardless. And anytime we land someplace with a big enough port, I'll buy, sell, and trade whatever I can. Check back often. I need to move items quickly, so only the most basic items will be stocked consistently. Let's see what you've got. You bet, Commander. Ой-ой-ой, что-то тут все дороговато. Ну, зато 4-го уровня, смотри. Средняя броня, легкая броня. Улучшение гранат. Давай. Увеличивает максимальное количество панцелина на 1. Давай. А вот это все, в принципе, можно продать, потому что оно мне не подходит. Купить я ничего не могу. Кеслер. Хуже, чем мой. Хуже. Ну, вот этот штурм можно было бы купить, наверное. Эшли. В принципе, винтовка тоже хорошая. Относительно. Ё-моё. Легкая броня лучше, чем у меня. Чего уж о средней говорить. Ну да, базара нету. Ну, блядь, стоимость гигантская. Кодекс. Biotics is Omni-tools are handheld devices that combine a computer microframe, sensor analysis pack, and manufacturing fabricator. Versatile and reliable, an Omni-tool can be used to analyze and adjust the functionality of most standard equipment, including weapons and armor, from a distance. The fabrication module can rapidly assemble small three-dimensional objects from common reusable industrial plastics, ceramics, and light alloys. This allows for field repairs and modifications to most standard items, as well as the reuse of salvaged equipment. Omni-tools are standard issue for soldiers and first-in colonists. Уни-инструмент — это портативное устройство, сочетающее в себе микрокомпьютер, анализатор датчиков и мини-фабрикатор. Уни-инструмент, отличающийся надежностью и разнообразием сфер применения, можно использовать для анализа и настройки на расстоянии большой части стандартного оборудования, включая оружие и броню. Модуль-фабрикатор позволяет осуществлять сборку небольших трехмерных объектов из материалов многократного применения, таких как пластик, керамика и легкие сплавы. Это позволяет осуществлять не только ремонт и модификацию на месте большей части стандартного оборудования солдат, но и повторное применение найденного снаряжения. Уни-инструмент входит в стандарты набор солдат и колонистов. Как-то вот так. Так, идем дальше исследовать корабль. Что здесь у нас еще есть? Опа! Это, я так понимаю, двигатель. Какой-то монитор. Давайте посмотрим, что здесь технологии. Element zero can increase or decrease the mass of a volume of space-time when subjected to an electrical current. With a positive current, mass is increased. With a negative current, mass is decreased. The stronger the current, the greater the magnitude of the dark energy mass effect. In space, low-mass fields allow FTL travel and inexpensive surface-to-orbit transit. High-mass fields create artificial gravity and push space debris away from vessels. In manufacturing,
Low mass fields permit the creation of evenly blended alloys, while high mass compaction creates dense, sturdy construction materials. The military makes extensive use of mobility-enhancing technologies, with Mass Effect utilizing fighting vehicles standard frontline issue in most military forces. Mass Effect fields are also essential in the creation of kinetic barriers or shields to protect against enemy fire. Нулевой элемент при подаче на него электрического заряда способен увеличивать или уменьшать массу тела в пространстве и времени. Если заряд положительный, масса увеличивается, если отрицательный, уменьшается. Чем сильнее разряд, тем больше количество темной энергии выделяется. Поля, снижающие массу, используются для перемещения на сверхсветовых скоростях и недорогих транзитных операциях по доставке с поверхности планеты на орбиту и обратно. Поля, увеличивающие массу, позволяют создавать искусственную гравитацию и защищают корабли от различных обломков в космосе. В промышленности поля, снижающие массу, используются для производства равносмешанных сплавов, а поля, увеличивающие массу, для производства прочных строительных материалов. Военные широко используют технологии повышения маневренности корабля. Использующий эффект массы является ударной силой большинства армий. Эффект массы используется также для производства кинетических барьеров или щитов для защиты от огня противника. Ну да, ядро. Предлагается даже его изучить. Давайте. When subjected to an electrical current, the rare material dubbed Element Zero, or EZO, emits a dark energy field that raises or lowers the mass of all objects within it. This mass effect is used in countless ways, from generating artificial gravity to manufacturing high-strength construction materials. It is most prominently used to enable faster-than-light space travel. EZO is generated when solid matter, such as a planet, is affected by the energy of a star going supernova. The material is common in the asteroid debris that orbits neutron stars and pulsars. These are dangerous places to mine, requiring extensive use of robotics, telepresence, and shielding to survive the incredible radiation from the dead star. Only a few major corporations can afford the setup costs required to work these primary sources. Humanity discovered refined Element Zero at the Prothean Research Station on Mars, allowing them to create Mass Effect fields and develop FTL travel. Редкий материал, называемый нулевым элементом или НЭ, при подаче на него электрического заряда, начинает производить поле темной энергии, которое снижает массу всех предметов внутри него. Это явление, получившее название эффект массы, нашло применение в многочисленных областях, начиная от создания искусственной гравитации до производства особо прочных строительных материалов. Наиболее успешно оно используется при перелетах со сверхсветовой скоростью. Нулевой элемент образуется, когда твердый материал, например, поверхность планеты, подвергается воздействию энергии, выделяемой при взрыве сверхновой. Этот материал часто содержится в осколках астероидов, вращающихся вокруг нейтронных звезд и пульсаров. Горные работы в таких местах очень опасны и требуют использования робототехники, средств телеприсутствия и защитного оборудования, чтобы работать в условиях радиации огромного уровня, исходящей от взорвавшейся звезды. Лишь немногие крупные корпорации могут позволить себе расходы, необходимые для разработки этих месторождений. Люди нашли очищенный образец нулевого элемента на исследовательской станции Протеан, находящихся на Марсе, что позволило им создавать поля эффекта массы и осуществлять путешествия на сверхсветовых скоростях. Понятно. Инженер Адамс не особо захотел со мной общаться, но ладно. Так, тут мы все обошли вроде бы как. Ну, вот мне кодекс здесь очень нравится. Ничего не скажешь, кодекс очень интересный.
glad you're okay, Commander. Losing Jenkins was hard enough on you. Навигационное руководство. Сверхсветовая система связи. Вот. Отделение совета, наверное. Альянс систем, военная терминология. Сходить, когда команда покидает корабль, они сходят. Выражение используется как относительно планет, так и с космических станций. Отчаливать. После отсоединения оборудования, которое фиксирует корабль на станции или в шлюзе, на поверхности судно отчаливает. Есть правильный способ подтверждения приказа. На приказ атаковать ответ должен звучать «Есть, сэр». На вопрос «Гордишься ли тем, что служишь в космической пехоте?» следует отвечать «Да, сэр». Отставить, прекратить, остановить. Мостик, навигационный центр корабля, которым осуществляет управление. Право капитана. Несудебное дисциплинарное наказание, накладываемое командованием судов. БИЦ. Боевой информационный центр. Командный пункт корабля. Во избежание потери контроля над обстановкой в бою в БИЦ установлено большое количество сенсорных дисплеев. КП. Контроль повреждений, локализации и ремонт повреждений корабля. РЭП. Средства радиоэлектронной борьбы, позволяющие нейтрализовать различные действия датчиков противника, начиная от средств пассивной маскировки и заканчивая активными генераторами помех. УВКД. Некорабельная деятельность, время, проведенное в противоперегрузочном скафандре, снаружи транспортного средства, космический корабль или станция космического корабля. Фланг. Флангом называют боковую часть строя. Противник, атакующий фланги, зачастую меняет форму строя, поскольку взгляд солдат направлен в другую сторону. Салага. Недавно прибывший неопытный боец. Земля. Поверхность планеты. Рулевой. Член экипажа, управляющий кораблем. Ладар. Лазерный локатор. Активный датчик, использующий лазеры для установления курса объекта и расстояния до него. Данные ладара достаточно точны, поэтому могут быть преобразованы в изображение. Группа высадки. Члены экипажа, находящиеся на поверхности с официальной миссией. Бесшумный ход. Старый термин, употребляющийся на подлодках, используется экипажем Нормандии, чтобы обозначить включение маскировочной системы. Оперативная сводка. Описание текущей тактической ситуации. Скиталец. Человек, который провел большую часть своей жизни в космосе. ЦО. Старший офицер. Заместитель командующего на кораблях Альянса. В обязанности СО входят административные функции управления личным составом. Средства связи. Коммуникация в реальном времени стала возможна благодаря сети дорогостоящих коммуникационных узлов, подключенных к ретрансляторам и способных осуществлять последовательную передачу сигнала посредством лазеров. Коммуникационные узлы объединены в сети, размещенные в непосредственной близости от каждого ретранслятора. Сами узлы представляют собой блоки простейших миниатюрных ретрансляторов массы. Узлы, соединенные попарно, образуют между собой пространственные коридоры, масса вещества в которых снижена. Лучи узконаправленных коммуникационных лазеров проходят через эти сверхсветовые коридоры, что позволяет осуществлять практически мгновенное соединение с любой точки сети. Межрегиональные соединения осуществляются посредством коммуникационных лазеров, лучи которых проходят через ретрансляторы массы. Благодаря этой схеме единственной препятствием на пути сигнала является задержка света при прохождении от исходной точки до ближайшего узла. Пока все участки соединений не удаляются от узла на расстоянии более 1,5 световой секунды, то есть 150 тысяч километров. Связь осуществляется практически мгновенно, поскольку узлы размещены по всей территории, по которой проходят транспортные маршруты. Мгновенная связь есть практически везде. Задержки связи происходят лишь в удаленных уголках, вблизи необитаемых газовых гигантов и других незаселенных местах. В случае войны коммуникационные узлы становятся первоочередными целями. Если функционирование сети нарушено, доставка сообщений из системы, находящейся под угрозой, может занять несколько недель или даже лет. В системах, где сеть узлов еще не построена, либо разрушена, коммуникация осуществляется посредством скоростных курьерских кораблей и непилотируемых информационных дронов. Вот как сурово все.
Ладно, давайте направляться к цитадели уже в следующей части серии. Лор, мне кажется, как и музыка, очень великолепный. И интересно читать. Все вот это. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Сейчас приземлимся, тогда и будем завершать. О-хо-хо, вот это размеры. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower too. Красавец какой. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side then. Citadel Control, this is SSE Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to dock 422. Все, пристыковались. Ох, какая красота. This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Saren's a threat to every human colony out there. He needs to be stopped. The Council has to listen to us. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not his. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Так, ну, давайте на этом мы и прервемся. Если вам понравилось мое прохождение, если вам нравится смотреть на вот эти великолепные пейзажи, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал на Рутубе и Ютубе. Всем спасибо за ваше внимание. До новых встреч, пока.